Так, доброе утро, ребятушки. И вот мы снова в Бен-Гурионе, в аэропорту, на парковочке. Сейчас потихонечку будем выдвигаться в сторону Терминал 3. Так. Любовь, где ты там? Все? Так, сейчас надеемся, что нам не придется долго ждать автобуса, который повезет нас в Терминал 3. А, нет. H4. Сейчас запишем. Вот и остановочка. Ни на минутку не забываем о наших 101 похищенных братьев и сестер. Безрат Ашем вернутся все бекаров. Люба, ты в центре внимания, я не помещаюсь в кадр из-за разницы роста. Оп, корректировочка. Мы уже прошли все эти дела, все процедуры. Взяли немножко похавать. Пицца, тостики. Ну, вот, тогда держи это. Ну и как всегда по традиции, трезвым отсюда никто не улетит. А, кстати, от вас также по традиции ожидается лайк, подписка, комментарий. Причем лайк можно ставить уже прямо сейчас, а комментарий в конце, если понравится. Ну, если не понравится, напишите тоже. Окей. Так, рюмочки. Опа. Так, давай, Любовь. Сейрану. Тюль муцла. Оп. И так жизнь налаживается. И снова здравствуйте. Так, сейчас мы немножко запаздываем на наш полет. Надеюсь, что мы успели вовремя. Сейчас проверим. Давай, где твоя документация? לרנה, כן? אנחנו נהיה מפורסמות עכשיו? כן, בטוח. פתאום רק לשים לב שאת הדרכון הזה צריך לחדש, בסדר? כן. צריך עזרה? הכל בסדר? Thank you. Прилетели в Ларнаку, кажется. По крайней мере, нам так сказали. Сейчас будем проверять. Кстати, очень хорошо, когда полеты такие короткие, потому что я все равно полчаса, 20 минут поспать не получается. Ну вот, сложилась какая-то ситуация, что нас с Любой разъединили, наверное, вот. Вот, получается, что Люба в этой очереди, а я в этой, потому что у меня вот такая вот херня с иксом на паспорте. И сказали, что нужно нам в разные очереди. Сейчас посмотрим. Кажется, намечается первая покупка. Сейчас Любаша выберет что-нибудь. Сушняк. О, пивас давай. А, не, мне же за руль. Hello. Hello. What price? 165. Ну, ошибся, подумаешь. Кажется, куда-то вышли. А теперь куда? Но мы не знаем, куда идти. Нужно искать мини-бусы, которые везут нас. Может, пока далеко не отходить. Спросить, может.
Ну, давай. Красивенько. Ну, тут совсем не жарко, я тебе скажу. Ну да. Hello, mister, you know where is this rent I car? think it's inside the airport, the rent car. Yeah, I think so. Inside. Yeah. Так, ну вот, мы пришли на shuttle station. Как и обещали, за нами приехал шаттл. Вот он. Вот, с таким крутым водителем. Ready? Ready. Thank you. Вот, начинается эта хрень. Вон руль с правой стороны. Сейчас будем смотреть, как это все работает. My name is Michael. Take like 5 minutes to the office. Ah, You've nice, been there very before? nice. Not too far, huh? No, No. 5 minutes. Where are you coming from? Israel. Israel. I like your camera. She- First she- time in Cyprus? Yeah, it's the first time. Know how to drive on the first time on this Yeah, side. yeah. I little worried about this. No, don't worry. Where are you from? I'm Lebanese originally, but I came from America. I used to live in Texas. Huh? Where you're staying? Which city? We stay one night in Larnaca and we continue to music festival. Ah. It's Nicosia direction, but a little before. Oh, it's not far from here. Not far. Enjoy your stay and have fun. Okay, thank you. You're welcome. Любушка, come on. 1, 2, 3. Go right, go. It's follow you. It's It's your toy special. now. Yeah, thank Okay, you. enjoy it. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Идем получать машинку. Hello. No, sir. No? So, sorry. Так, вот мы получили нашу машинку. Сейчас мы вам ее покажем. Вот. Вроде как бы снаружи, вот, как бы вроде все нормально. Opel Corsa, нормальная машинка. Вот. Все было бы хорошо. Но вот беда. Вот он руль. Вот он руль. Вот он руль с правой стороны. И вот сейчас вот со всем этим, как-то со всем этим придется нам разбираться. Ну, ничего, надеюсь, что справимся. Ладно, сейчас сосредоточимся на, чтобы осваивать эту всю науку, левостороннее движение и правый руль. Так, вот сейчас у нас вот началась вот эта беда с вождением. Первые ощущения, конечно, это жесть просто. Все время кажется, что едешь по встречной стороне. Вот. Но как-то надо с этим бороться. Вот. Так, мы там долго воевали с интернетом, но вроде что-то у нас получилось. Сейчас мы едем. Так, сейчас вам покажу, как это. Так, что у нас тут будет поворот налево. Так, значит, слева поворачиваем налево. Ой, ёб твою мать, это же ненормально так ездить. Так, тут у нас стоп, налево мы можем поворачивать спокойненько. Налево, все. Поворачиваем. Так, нам ехать 13 минут. Все, по левой стороне. А лучше всего ехать за кем? Так, нам куда? Нам тоже налево. Он потерял интернет. Нет, нам не туда. Нет. Самое интересное, это, конечно, на кругу. At the roundabout, take the first exit onto A4. Вот, въезжаем на круг с левой стороны. И что самое интересное, что переключать скорости, рука автоматически, правая рука тянется к двери. Но это не помогает ничего. Так, коробка передач находится с левой стороны. Так, а сейчас, ребятушки, я вам расскажу, что неожиданно мы начали проезжать место, которое у меня, как бы я посмотрел там на YouTube обзор насчет Ларнаки, места, которые обязаны посетить. Так одно из мест – это Соленое озеро. И вот мы едем себе, только машину получили, едем, и я неожиданно понял, что мы именно это озеро и проезжаем. И сейчас мы вместе его посмотрим, заценим. Вот. Что тут
тут есть Святой Лазарь, как бы в Ларнаке, тут даже его какой-то собор есть. Он когда-то проходил в этом районе и встретил старушку, а старушка шла с мешками. И он ей сказал: бабушка, он подумал, что у нее мешки с виноградом, и попросил: бабуля, дай мне немножко винограда. А она, ну типа, захомячила виноград и говорит: у меня там не виноград, а соль. А святой Лазарь-то, он же святой, он-то правду знает. И он, короче, разозлился и превратил все виноградники этой бабушки в солевое озеро. Ну, вот такая вот легенда. Ну, что говорят, что когда начали добывать отсюда соль, потому что она идет на экспорт, что оттуда начали находить, на середине озера начали находить корни виноградников. Ну, так что вот уже каждый как захочет, кто захочет, пусть верит или догадывается. Вот, красиво. Красивенько. Ой, мама, соль, а? Соль. Конкретная. Да, тут ее уже дофига. Как на Мертвом море, реально. Вот. Да, место, конечно, зачетненькое. Можно даже сфотаться здесь. Сейчас мокро будет. Тут уже вода. А как нет? Вот. Есть вода. Так, ребятушки, нас какой-то дедушка запарковал. Сейчас мы идем апартаменты наши посмотреть, что мы там заказали. Сразу говорю, ожидать нечего. Заказали почти самое дешевое. Оп, так, что у нас со светом? Ой, нифига себе, довольно-таки ничего. Ой, приличненько. Ой, даже балкончик есть. Для курящих. Самое то. Вот, тут у нас море. Буквально, я думаю, метров, ну не больше 100. Супер. Так я думал, что я вам все показал. Блин, я до спальни, оказывается, не дошел. Вот у нас что? Санузел. Вот. И тут спаленка. Как-то так. Ну что, вполне-таки прилично. Итак, дорогие мои, после того, как мы уже получили номер, мы вышли немножко прогуляться по променаду. Вот, по набережной, так сказать. Ой, какой Будда зачетный. Красава. Помимо всего, мы голодненькие немножко, так что пойдем поищем пожратушки что-нибудь. Но пока по дороге мы решили, как говорится, сочетать полезное с приятным. Есть тут такая какая-то церквушка вот этого святого Лазаря. Если вы помните, я вам говорил об этом на Соленом озере, который превратил виноградники в солевое озеро. Вот мы сейчас направляемся как раз, там он захоронен. Правда, у меня есть большие сомнения, если он еще работает до сих пор, потому что время уже как бы 6 часов, как бы не поздно, но для посещений такого типа может быть поздновато. Но мы все-таки решили прогуляться, проверить, тем более это всего вопрос 5 минут, 7 минут ходьбы. Вот. Ну а пока что понаблюдайте. Как бы, ну, обычная стандартный променад, кафешечки, ресторанчики, покушать, попить, все на ваше усмотрение. Вот, может сюда, Любовь? Вот, ой, слушай, это мечеть. Это куда нам нельзя. Давка одно из мест, которые как бы упоминаются во влогах Ларнаки,
что это какая-то мечеть. Но в связи с нынешними событиями за границей, как бы мы решили ее не посещать, но как бы так получилось, что мы уже здесь. Вот. Ну, посмотрим. Ну, вообще мы как бы направляемся к крестьянской теме, но... Куда? Туда? Значит, туда. Идем туда. Ну, получается, как получается. Всегда. Погодка, кстати, классная. Не жарко, не холодно. Вот. Ну, Любаша, как всегда, немножко холоднее, чем мне, поэтому она накинула на себя курточку. А мы практически на набережной. Это уже набережная. Ой, посмотрите, красота-то какая. Вот здесь море, песочек. Ну, здесь такая дорожка, по которой можно прогуляться. Волны буквально от тебя в 3 метрах. Вот. Спортик никто не отменял. Ну вот, как я и думал, не прошло и 5-6 минут, как мы нашли это даже я так немножко погуглил и понял, что это не просто церквушка, а тут гробница самого вот этого святого Лазаря. Ну, не знаю, удастся ли нам попасть сейчас туда. Ну, конечно, место красивое, впечатляет уже при подходе. Вот, красивенько, конечно. Арки красивейшие. Ну, конечно, здесь пройдемся. Главный вход, как я и думал, конечно, закрыт. Сюда нужно приходить в дневное время, светлое. Вот что-то у нас тоже написано здесь. Что-то у нас здесь написано. Вот. Но есть дни. Вот в воскресенье он работает до 6:30. А сегодня мы опоздали. А сегодня пятница у нас. Сегодня пятница, и они до 17:30. А уже 6, закрыто. Жалко. Ну ничего, ну хотя бы фотки тут сделаем, полазим немножко. Окей, вот мы вроде как нашли место, где покушать немножко. Кто у нас играет? Так, Англия с Грецией, окей. Так, помимо того, что мы решили покушать, мы решили отведать национального кипрского напитка. Называется зеванья. Ну, так что приятного аппетита нам, как говорится. Ой, еще и с шариком. Она, кстати, идет 45-49 градусов. Это 45. Слабенькая. Ну что, Любовь, давай отведаем этого дела. Будем. О, ядреная. Но приятная. Какой-то привкус у нее. А, Любовь, что за привкус? Любовь пошла в туалет, но она уже наотрез отказывается пить вот эту вот хрень. Хотя мне она заходит довольно-таки ничего. Что я вам могу сказать? Еда здесь, так же как и в Греции, довольно-таки вкусная. Взяли морепродукты, взяли мяско, и все, на удивление, заходит четенько. Давайте за вас, хорошие мои. Доброе утро, ребятушки. Вот следующий день нашего путешествия. Все, мы встали сегодня довольно-таки раненько. Я вообще в 6:30. Любашу получилось поднять где-то в 7:30. Вышли прогуляться, посмотреть, что у нас тут на побережье. Ну и вообще-то позавтракать бы неплохо. Вот. Нет, тут, конечно, зачетненький пляжик.
девочки делают йогу. Да? Это йога? Ребятки делают спорт, хотя не совсем спортивного телосложения. Ну, ничего. Вот, тут такая своеобразная йога. Ну, тоже рулит. Побережье у нас с маленькими гостиничками, с апартаментами. Но мы не снимали в гостинице, сняли в апартаментах. Очень приличный номер, там было все, что нужно для жизни. Вчера хорошо погуляли, еще хорошо в апартаменте отдохнули. И вот, как вы видите, мы здесь. Ну, сейчас пойдем искать, где нам позавтракать. Блуждаем по улочкам Кипра в целях позавтракать. Но пока безуспешно прошлись по набережной. Ну, как бы там все так, ну, не знаю, слишком как бы туристически. Там тебя все зазывают, все одинаково. И мы решили немножко углубиться в город. Вот, и идем, немножко заблудились, правда. Ну, я думаю, что в конце концов город небольшой. Улочки маленькие, они все равно сходятся какой-то к одной главной. Так что надеюсь, что скоро куда-нибудь доберемся. Любовь, давай лапу. В наши планы сегодня входит еще посетить эту гробницу Святого Лазаря. Если вы помните, мы туда подходили вчера, и она уже была закрыта. Мы наметили себе часы работы, что в наши планы как бы входит то, что посетить ее все-таки до нашего покидания этого города. Я хочу позавтракать. А, уже ты хочешь позавтракать? Good morning. You have a breakfast here? Yes? We can sit? Yeah. Thank you. Идем. Thank you. Хороший кадр. Что-то интересное происходит. Как подается кофе на Кипре. Просто принесли пустую чашечку с горячей водичкой и с молочком. Типа тестадер леват. Мы любаша местадеры. Так я еще кофе в ресторане ни разу не получила. Ни разу. Наоборот, да? Афу. Окей. Thank you very much. Твое я знаю. Итак, мы уже позавтракали, мы уже добрые. Так я уже говорил, идем мы к гробнице вот этого Лазаря святого. Но тут нам по дороге попался какой-то базарчик. Так что это не может остаться без внимания. Вот, ослик. Ослик. Любовь, что тут интересного нашла? А, ты ищешь ягодки? Нету, а? Есть, а вали. Очень красиво. Я думаю, что гробница вот там внизу. А туда можно? Да. Заходим вот самое то сокровенное место гробницы Святого Лазаря. Вот. Ой, потолок тут низкий. Но это именно то, что я видел у влогеров на YouTube. Вот именно захоронение тут. Да, место, конечно, такое леденящее. Что? Что с ней? А, ну низко здесь, да. Вот прям тут склепы, прям видно.
Как будто действительно тут кто-то лежал. Или лежит. Не, ну вроде никого нет. И нафихат бабайт. Потолок реально низкий. Но Люба там ходит нормально. Вот, покажи. Вот. У Люби нормально. А я все время как бы своей лысиной цепляюсь за потолок. Ну, потом я даже без шапки, потому что в христианских святынях шапку нужно снимать. Поэтому я все время черкаю своей макушкой, лысиной, так сказать, за потолок. Любовь! Пошли. Все, миссия выполнена. Пошли. Наше путешествие не заканчивается, мы продолжаем на фестиваль. Знакомство с Ларнакой мы провели довольно-таки неплохо. Ссылаясь на то, что у нас всего лишь тут был один день, мы посмотрели все 6 достопримечательностей. Одно из них вот сейчас перед вами. Это форт Ларнаки, который там в тяжелые войны тоже был их главной опорной точкой. Вот, так что мы посетили все, и у Святого Лазаря, и на озере. Но мы довольны. Есть люди, которые еще купаются, я вам покажу. Есть там людишки, водички, как вы можете заметить. Вот, а тут довольно-таки прикольный пирс. Сейчас мы пойдем туда сфотаемся. Вот. Заключительная прогулочка. Мы решили зайти на этот пирсик, сделаем фоточку 2 и выдвигаемся в сторону фестиваля. Тут, так как во многих местах, принято вешать замочки всякие. Сейчас мы вам сфотаем это дело, передадим визуально. Довольно-таки приличное количество, но не так, как в других местах. Мы зашли в сувенирный магазин, но все вроде бы ничего. Вроде бы девочки с трусиками, ну вот. Есть такие. Кого не устраивают, есть цветочек. Вот, пожалуйста. О, бля, ну есть и такие, блядь, для любителей экстрим. Есть синенькие, мыльные. Так, все, ребятушки, на этом наш трип в Ларнаке заканчивается, и мы выдвигаемся в сторону фестиваля. Вот наша машинка. Все, сейчас мы поедем. А, ёб твою мать, руль же с другой стороны. Сори, переходим. Так, значит, все. Мы приехали на локейшн фестиваля. Видно, что это конкретный андерграунд, потому что мы приехали в какую-то деревушку, это частное поместье. И вот сейчас мы потихонечку будем спускаться в сторону Dance Floor, чтобы встретить нужных людей. Они нам должны комнатку выделить. Вот. Ну, тут, конечно, все так выглядит довольно-таки интересненько. О, посмотрите, где мы находимся. Место довольно-таки интересное для пати. Ух ты. Экстримчик такой. Оп. Любовь, давай лапку. Вот, там, по-моему, можно было и с другой стороны спуститься, но мы почему-то выбрали эту дорожку. Интересно, как нам туда попасть?
מה קורה, אחוס? היי לא. קבלו אותם. העניינים, מה קורה? באמצע הוולוג של דימה. איפה, זה החבר'ה של ההפקה? כן. כן? מי זה אנדריאס? זה עם הג'וינט הגדול. Hello. How are you? My name is Dima. Thank you very much. Make it up. Thank you. Bye. Сейчас я вам покажу, какую комнатку нам выделили. Даже можно сказать не комната, получили пещерку. Вот такая вот пещерка. Опа, динозавр. Вот. Да, главное, что тут есть диванчики, трон и душ. Что это тоже немаловажно. Так, ребятушки, мы тут освоились на этом шетахе. Так что мы решили сейчас проехаться по этому локейшену. Заодно и вам покажем, как это все выглядит. Любаша, выключай трек-фейс. Что там у нас? Рахама. Налево. Много. Решили все позавтракать, вот собрались с ребятушками. Не знаю, сейчас какая-то бабушка должна выйти, домашненькое что-то предложить. We can say if he is close to us, we can say his left. So for more, you understand? Yeah. So Like rest in peace, kind of. No? כמה? יש להם בתים? לא סתם. מה יש להם? בתים, כאילו, החביות האלה. זה בנוי. כן, מגניב. מגניב. איזה הוולוג שלך? הנה. מה זה המצלמה המטורפת הזאת? DJI אוסמו פוקט 3. לא שלי אבל, של בת שלי. לפנקת אותי. כן, יקר. Так, ребята, сейчас я вам покажу гостиничку, в которой мы остановились. Правда, остановились там немножко раньше, чем запланировано, так как на фестивале вчера сложились тяжелые природные условия. Нас там просто залило, начался конкретный ливень, залило систему музыкальную, что там что-то вылетело и размыло всю дэнс-флор, и фестивалю пришлось сложиться где-то на часов 6-7 раньше запланированного. Ну,
Так как мы оттуда выезжали, это отдельная история. Только благодаря это выехала одна машина, по которой мы следом могли выехать, так как другие дороги были полностью затоплены, закрыты, громадные лужи. И думали, что придется еще там проводить ночь в сыром лесу. Все-таки нам удалось выехать. Вот, так что мы приехали вчера сюда, в эту гостиницу, по дороге забукали. У нас был горячий душ, чистая постель, отоспались. Вот, ну, сейчас поедем в сторону города, полазим еще что-то по городу, посмотрим, ну и уже будем сдавать машинку и готовиться на вылет. Так, опаньки, вот мы и в городе, припарковались. Вообще тут парковки стоят 3 евро или 2 евро на 3 часа. А мы нашли парковочку вот такого вот макара. Тут 3 евро и на 24 часа, так что мы не будем ограничены во времени. Пойдем завтракать. Приземлились в ресторанчик. Наверное, на Кипре это уже будет последняя наша трапеза, так как уже время 12 часов, а нам уже где-то в 3 часа дня нужно выдвигаться в сторону рент-кар, сдать машину, ну и уже в сторону аэропорта. Так что можно немножко подытожить. Ну, можно и сочетать приятное с полезным. Процесс должен идти. Оп. Да. Поездочка оказалась хорошая, но коротенькая. Ну, поскольку мы спонтанно решили выехать на эту поездку, случайно увидели фестиваль, ну, коротенький, сам изначально 34 часа. Вот, так что мы взяли денек до фестиваля и денек после. Как бы, ну, так как я уже говорил, мы не должны были возвращаться вчера ночью, должны были вернуться сегодня утром. И природные условия распорядились иначе, так мы уже со вчера в Ларнаке, вот сегодня сейчас покушаем. И уже, конечно, не треба арыц. Тебе налить? Пришли немножко на море посмотреть, что тут, как здесь, и вам заодно показать. Кто-то тут выстроил замок из песка. Ну, ты решила купаться? Как она? Теплая? До сих пор? Не, ну погода... Опа! Вот мы и в Израиле. Не успели мы приземлиться, начали звонить дети. Спрашивают, или все окей. Говорим, все окей, приземлились. Ну, когда открыли телефон, поняли, в чем дело. У нас прилеты в центре страны. Есть прилеты возле каньона Айалон и в Бней-Брак. Но пока что мы едем на каньон Литва-Хорох, на парковочку. Надеемся, что все будет окей, и доедем домой. Вот такое вот у нас возвращение домой. Наша реальность. Ничего не поделать. Ам Исраэль хай.